В 90-е годы, перед развалом Советского Союза, на флоте насчитывалось 6 действующих авианесущих крейсеров и 1 строящийся. Единственными крейсерами проекта 1143 «Кречет» были советские многоцелевые тяжелые крейсеры с ракетным вооружением для дальней морской и океанской зоны. Они создавались как преемники вертолетоносцев, способные нести летательные аппараты с неподвижным крылом. Главным строителем и ответственным с датчиком первых 2 Киева и Минска был назначен Иван Иосифович Винник. А последующих Новороссийска и Баку – Игорь Николаевич Авдиенко. В ходе строительства корабли данного класса постоянно модифицировались. Первые имели простую взлетную палубу, а последующие – увеличенную с трамплином для взлета самолетов. Последний корабль этого класса, заложенный в 1988 году, в отличие от других собратьев, должен был быть оснащен ядерной силовой установкой. Авианосцы могли нести до 36 летательных аппаратов и были оснащены зенитно-ракетным, противолодочным и торпедным вооружением. Итак, перейдем к просмотру этих авианосцев. Авианосец «Киев». Киев был заложен в 1970 и построен в 975 на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Входил в состав Северного флота. Корабль нес боевую службу в Атлантике и Средиземном море, ходил в дальние походы, участвовал в учениях и даже снимался в кино. Авианосец светился в фильме «Случай в квадрате 3680». В августе 1991 года переведен в резерв 2-й категории. 30 июня 1993 года выведен из боевого состава флота. В том же году был разоружен и передан в военно-морской флот для демонтажа и в следующем году был расформирован. В 1999 году Российская Федерация продала авианосец «Киев» китайско-американской компании Maritime Suppliers, которая специализировалась на переработке кораблей на металл, почти за $2 миллиона. В свою очередь, Maritime Suppliers, которая была агентом компании «Импорт-Экспорт», зарегистрированной в Австрии, перепродала его китайской компании «Тианма» за $8 миллионов. Сейчас Киев является частью информационно-развлекательного комплекса Binhai Aircraft Carrier Theme Park. Корабль открыт для посетителей с 2004 года. Для Киева построен специальный причал, с которого сделан вход в вестибюль-холл корабля на 4-й палубе. Помещения 2-й и 3-й палуб оформлены как каюты и боевые посты, а также залы военного музея. Расставлены стенды, сообщающие о боевом пути и истории кораблестроения. На палубах и в ангарах имеются макеты самолетов и вертолетов, на комплексе работает более 100 человек персонала, а стоимость входного билета составляет 110 юаней. Авианосец «Минск». «Минск» – 2-й корабль проекта «Кречет», построенный в 1978 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Входил в состав Тихоокеанского флота. В 1991 году крейсер был поставлен на отстой в бухте Постово вблизи Советской гавани. Через 2 года был разоружен и исключен из состава военно-морского флота СССР, а в следующем году передан для разборки на металл. Впервые вопрос о продаже корабля Китаю встал во время визита российского президента Бориса Ельцина в Пекин в 1992 году. Тем не менее, через 2 года фирма «Компас», получившая от Министерства обороны России право на продажу, и южнокорейская компания Young Distribution Corp. Подписали соглашение о продаже на слом за $4,5 миллиона. В конце 1995 года Минск отбуксировали в южнокорейский порт Пусан для, якобы, разборки. Позже его перепродали китайской компании. Несколько раз Минск переходил из рук в руки,
и в конце концов был куплен компанией The Shenzhen Minsk Aircraft Carrier Industry за $5 миллионов для создания корабля-музея и развлекательного центра Minsk World в Шэньчжэне. Переоборудование длилось 3 месяца на верфи Хуангпу Вэньчонг Shipyard в Гуанчжоу и обошлось в $28 миллионов. Для корабля построен специальный причал, с которого сделан вход в вестибюль-кинозал в ангаре. Помещения Минска оформлены как каюты и боевые посты, а также залы военного музея. Туристов сопровождают гиды, одетые в стилизованную форму офицеров Военно-морского флота СССР. Длина туристического маршрута по палубам достигает аж 17 километров. Сегодня его ежедневно посещает около 6 тысяч туристов, а в некоторые дни – более 10 тысяч. Авианосец «Новороссийск». Авианосец был заложен в 1975 а через 7 лет вошел в состав Тихоокеанского флота. Служил в течение 11 лет, из-за сокращения финансирования в 1991 году был поставлен на отстой в бухте Разбойник, близ острова Путятина Приморского края. Через 2 года на нем произошел пожар. Был поставлен в док, где были сняты гребные винты и заварены кингстоны. И только после этого он был отбуксирован в бухту. Поставая Хабаровского края, но было принято решение об исключении из состава военно-морского флота. В 1994 году между Центральным управлением материальных ресурсов и внешнеэкономических связей Минобороны и южнокорейской компанией Young Distribution при посредничестве фирмы «Компас» был заключен контракт, в соответствии с которым авианосец продан за $4,5 миллиона. Стоит отметить, что Новороссийск и Минск были проданы одновременно одной и той же компании. Авианосец «Баку». 4-й корабль серии изначально получил название «Харьков», потом был переименован в «Баку», построенный на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, входил в состав Северного флота. 4 октября 1990 года приказом министра обороны СССР переименован в адмирал флота Советского Союза Горшков. В 2004 году продан Индии, где после капитального ремонта и модернизации был переклассифицирован и получил название «Викрамадитья». В ходе реконструкции на Баку была удлинена взлетная палуба, появился трамплин, как у последующих кораблей серии. В 2013 году вошел в состав ВМС Индии. Авианосец «Тбилиси». Построенный в последние годы существования Советского Союза на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, при закладке имел название «Рига», спущен на воду под названием «Тбилиси». 4 октября 1990 года приказом министра обороны СССР переименован в «Адмирал Кузнецов». В течение 1991 года находился в Севастополе, где участвовал в государственных летных испытаниях самолета Су-27К. В том же году в адрес командира корабля поступила правительственная телеграмма от президента Украины Леонида Кравчука, в которой объяснялось, что крейсер является собственностью Украины и что до принятия правительственного решения он должен оставаться на Севастопольском рейде. Несмотря на запрет, корабль вышел в район Феодосийского полигона для отработки взлета-посадки палубных самолетов. Тем временем с Северного флота в Крым срочно вылетел заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Юрий Устименко, который, прибыв на борт, отдал приказ срочно готовиться к переходу по морю, чтобы не оставить корабль Украине. Командование военно-морского флота приняло решение о его переходе на север до завершения государственных испытаний. В октябре 2016 года этот авианосец, проплывающий через Ла-Манш и направляясь в Сирию, был замечен изрыгающим черный дым у берегов Дувра. Рядом плыл буксирный катер на случай, если он сломается. Он считался такой обузой во время его развертывания в Средиземном море в 2011 году, что ВМС США внимательно следили за тем, чтобы он не затонул.
После сирийского похода был поставлен на ремонт и модернизацию. Было запланировано потратить около 50 миллиардов рублей. Средств должно было хватить на ремонт агрегатов и узлов корабля, однако не для глубинной модернизации. По контракту работы должны были быть завершены в 2020 году, а возвращение на службу было запланировано на следующий год. Во второй половине мая 2022 года стало известно, что корабль был заведен в недостроенный сухой док на 35-м кораблестроительном заводе «Севморпуть». В этом же году на судне произошел пожар, а в начале 2023 года в Мурманске ремонтные работы были приостановлены. Официальная версия простоя судна заключается в том, что адмирал Кузнецов до сих пор проходит капитальный ремонт с программой модернизации, которая должна продлить срок службы лодки еще на четверть века. Из-за российского вторжения в Украину продолжаются многочисленные расходы на военные ресурсы, а авианосец вряд ли выйдет в море в ближайшее время. Авианосец «Варяг». Его строительство началось в 1985 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве и тогда имел название «Рига». Через 3 года был спущен, а еще через 2 года переименован в «Варяг», но находился в недостроенном состоянии. В 1988 году в степени заводской готовности на 67% был продан Макао под развлекательный центр. С 2005 по 2011 годы были проведены работы по его достройке и модернизации на судостроительном заводе в Даляне для ВМС Китая. В 2012 году включен в боевой состав Китая как учебный авианосец, получил имя «Леонин» и бортовой номер 16. Авианосец «Ульяновск». Авианосец «Ульяновск» планировалось оснастить ядерной силовой установкой и паровой катапультой, но он даже не был спущен на воду. Заложенный в 1988 году, строительство шло интенсивными темпами, к середине 1991 года готовность доведена до 18%. В том же году Ульяновск был исключен из состава ВМФ, финансирование проекта прекратилось. Некоторое время завод на собственные средства вел монтаж и сборку, но в начале 1992 года, после распада СССР, окончательно отказались от дальнейшего строительства. С 5 февраля того же года была начата разделка корпусных конструкций, а 29 октября того же года авианосец перестал существовать. Распад Советского Союза положил конец амбициозным планам развития авианосного флота. Большинство кораблей были проданы за границу на слом или переоборудованы в плавучие музеи и развлекательные центры. Лишь один авианосец, адмирал Кузнецов, остался на вооружении военно-морского флота России. Однако его состояние вызывало большие опасения. Корабль регулярно ломался, требовал дорогостоящего ремонта и модернизации. Несмотря на обещание вернуть его в строй, работы постоянно откладывались. В 2022 году, после начала войны России против Украины, стало очевидно, что у России нет ни средств, ни возможностей для восстановления своего единственного авианосца. Скорее всего, боевая карьера адмирала Кузнецова подошла к концу. Он так и останется памятником имперских амбиций СССР, не оправдавшим возлагавшихся на него надежд. Таким образом, распад Советского Союза не только положил конец существованию большой державы, но и похоронил ее мечты о мощном океанском флоте с авианосцами. Это стало символичным финалом истории советских авианосцев.